друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка, меня зовут Юля, и сегодня я буду устраивать настоящую жаришку со своей новой баней Морж Люкс. Мне пришло несколько девайсов. Это палатка, баня и крутая печка, которая растопит эту баню и растопит лед в любую погоду. В комплект поставки входит каркас, а именно дуги. Две дуги каркаса сделаны из дюралюминия, которые применяются в качестве конструкционных сплавов авиационной и космической промышленности. Каждая дуга состоит из 10 элементов. Для удобства хранения дуг предусмотрен чехол. Все элементы дуг связаны между собой вот на такой специальной резинке и просто вставляются друг в дружку. В комплект поставки входит дуга, которая застегивается в распашную дверь. У чехла для транспортировки два хлястика, которые ловким движением руки превращаются в одну удобную ручку для переноски, допустим, на плече. Фиксируется это все дело на липучке. И доступ к палатке скрывают два пластиковых замка. Один и второй. Обратите внимание, что длина хлястиков регулируется. Прочная молния с двумя собачками. И внутри сама палатка. Плотва, может быть, плотва хорошая. Ой, какая хорошая плотва у нас берет сейчас, ребят. Также комплект поставки включает специальную веревку, при помощи которой вы можете растянуть свою палатку и крепко закрепить на любой поверхности. Также комплект поставки палатки Морж бани включает вот такую вот специальную подвесную полку. Естественно, инструкцию по эксплуатации на русском языке. В специальном транспортировочном чехле мы можем найти вертыши. Всего 5 штук. И несколько кусочков ткани, это называется ремкомплектом для ремонта палатки в случае необходимости. Крест-накрест устанавливаем дуги каркаса, специально предназначенные для этого места. Обратите внимание, что сюда устанавливается одна дуга каркаса, сюда устанавливается вторая. Соответственно, первая должна устанавливаться именно нижняя, потом следующая. Поэтому мы находим карман первой дуги, устанавливаем один конец, чуть-чуть его вот так вот закроем, чтобы он не высунулся. Нам нужно просунуть дугу вот сюда вниз. Я ее разобрала. И теперь снова поэтапно собираю. Вот. После чего второй конец дуги каркаса направляю во второй карман. Установила первую дугу каркаса, и теперь очередь второй. Цвет палатки камуфляж, габариты 2,05 на 2,05. Полезная площадь чуть больше 4 квадратных метров.
По тенту всей палатки расположены растяжки со светоотражающими элементами. Здесь, и здесь, и здесь, внизу на юбке, для того, чтобы плотно зафиксировать нашу палатку на поверхности. Последняя деталь каркаса, вот такая вот маленькая, фиксируется в дверь нашей палатки. Гениально просто, слушайте, получается распашная дверь. Которая вот так вот прекрасно открывается. Удобный хлястик, за который можно открыть и закрыть дверь, находится как с внутренней, так и с наружной стороны. Собачки, которые закрывают вход, находятся как внутри, так и снаружи. Поэтому удобно будет открывать палатку с любой стороны. Здесь над дверями, над входом сделан специальный противодождевой козырек. Внутри какая-то резинка. Обратите внимание на то, что в палатке имеется окно силиконовое. Оно находится вот здесь. С одной стороны закрывается на липучке, фиксируется при помощи пуговки и хлястика. Здесь и вот здесь. Сбоку под окном находятся два кармана органайзера, в которые можно положить веник, банные принадлежности. Справа на потолке находится отверстие под дымоход, которое открывается с обратной стороны. И вот здесь вот на тенте специальная защита, чтобы ваша палатка при нагревании печи не загорелась и не сплавилась. Липучка. Обратите внимание на то, что этот элемент можно отстегнуть до конца. Я не сразу заметила, что она находится полностью на липучках. И, к сожалению, этот элемент у меня сплавился. Внизу, возле печи, есть специальное вентиляционное окно. Здесь оно также фиксируется на липучке. Противомоскитная сетка. И само окошко можно зафиксировать на пуговку с хлястиком. И еще одно дополнительное вентиляционное отверстие. Также внизу можно найти липучки с каждой стороны палатки по 2 штуки. Они предназначены для фиксации пола. Если палатка используется как палатка для проживания летом или проживания зимой, можно вот этот элемент каркаса в дверь не вставлять и для фиксации двери воспользоваться вот этой вот петелькой, которая здесь есть, и вот этой вот пуговкой с обратной стороны. Ну что ж, друзья, палатку довольно-таки тяжело одному установить, потому что здесь своеобразные дуги каркаса, но если вы берете такую палатку на двоих, вам будет абсолютно легко это сделать. Установили дуги каркаса, зафиксировали палатку на поверхности. Следующее, что нам нужно сделать, это, естественно, установить печь. Поставляется печка в специальном чехле для транспортировки с удобными хлястиками для переноски. Единственное но,
она довольно-таки тяжелая. Давайте распахнем чехол и посмотрим, как же выглядит наша супер портативная печь для бани. Ножки, которые вкручиваются в корпус печи, и наша печка будет стоять над поверхностью, над полом, либо над землей. Всего в комплект входит 4 ноги. Также технический паспорт, он же руководство по эксплуатации. Ну и, конечно же, сама наша печь. А внутри печи у нас лежат трубы. Понимаете, как удобно при транспортировке, что трубы лежат внутри печи. Переворачиваем нашу печь и ставим наши ноги, поочередно вкручивая их по часовой стрелке в резьбовые отверстия. Ножки довольно-таки такие тяжелые. Видно, что добротно сделаны. Я думаю, что они не полые внутри, это сразу чувствуется. Хорошо. И ставим нашу печь на ноги. Раскладывается еще. Соответственно, также и складывается, уменьшаясь в размерах. Устанавливаем по очереди все сегменты дымохода. Ну и что, самый ответственный момент — это поджигание печи. Значит, сперва я закладываю сюда сухие щепы. Давайте вот так вот маленьким домиком их положим. Ребята, прошло не более 20 минут. Я только успела вытянуть рыбку, перезаброситься. Баня уже готова, она просто печет нереально. Можно уже париться, там нереальная температура. Вы не представляете, это просто пипец. Заложу сюда еще немножечко, поддам жирку. Сижу, вот здесь вот поставила себе водички. Сейчас вот, кстати, у меня здесь веничек импровизированный. Можно его, ух, какой горяченький. Можно его вот тут вот так вот аккуратненько немножко замочить. А запах вообще просто пахнет и березой, и дубом. Казан. Надеюсь, будет у меня емкость нормальная для этого всего, с которой можно будет помыться.
Это очень прикольно. Я не думала, что такое возможно сделать на природе, но теперь в баню отдельно можно не ехать, можно баню возить с собой. Да, есть некоторые нюансы, но я думаю, что со временем ко всем этим нюансам привыкаешь. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!